Так, давайте будем пришивать глазки. Для этого возьмите вощеную нить где-то длиной 60 сантиметров, сложите ее вдвое и вот завяжите узелочки по центру нити, вот, продев петельку глазика. Два узелочка. Вот, то же самое со вторым. Вот, берем нашу лошадку и определяем, где же у нее глазик. Смотрим на картинку. Вот это где-то в этом месте. Вот, перед ушком, ну, на подъеме, да, там где вот подъемчик начинается. Так. Отмечаем маркером исчезающим. Вот, и переносим эту точку на противоположную сторону. Для этого вы можете использовать либо точки, которые мы ставили вот на ушках, потому что они как бы уже ровные, да, у нас, либо взять циркуль, найти точку стыка вот в шов и от него отмерить, сколько мы вниз опустились, совсем чуть-чуть. Вот. Так, и на эту же сторону перенести эту точку. Либо вот еще раз от ушек проверить. Смотрим в этой плоскости, да, вот на одном уровне, чтобы было у вас были точки. И смотрим в этой плоскости, чтобы они по высоте не прыгали, то есть тоже были в одной плоскости. Примеряем глазки и смотрим, нравится или нет, может нужно ниже. Чтобы проверить правильность установки глазок, вы должны вколоть иголочки, но иголочки должны быть с одинаковым ушком, то есть одинакового цвета, одинакового размера. Иначе, если даже одинаковый размер, разный цвет, то вы будете визуально казаться, что все разное. Вот сейчас я вижу, что не совсем на одной линии, нужно этот глазик приподнять. Сейчас так и сделаем. Теперь нам нужно выстричь место под глазик. Ну и это еще тоже будет не все, потому что мы не будем сразу глазик устанавливать, а будем под него делать основу, чтобы наклонить глаз в нужную плоскость, так вот, если можно так сказать, потому что, смотрите, вот глаз, посмотреть на животное, немножко вот наклонен глазик. Если мы его вот так прикрепим, то будет как-то не очень симпатично, ну, то есть неестественно. Глазик немножко выступает по отношению вот к голове, да, тут такие у него надбровные дуги у лошадки. И вот сейчас нарисую вам, вот эта вот часть выступает. Поэтому нам нужно вот эту часть будет сейчас довалять и прикрепить глазик, а потом это валяние мы будем скрывать с помощью одной моей техники, которую я недавно придумала.
Вот, итак, берем шерсть для валяния. Можно брать ту, которую вы набивали, если у вас вот такая вот она кардечёс. Можно брать какую-то в цвет, чтобы подходила. Вот. Я буду, наверное, вот это обычно валять, которое я набивала. Вот. Если вы набивали шерстипоном, то он не очень хорошо валяется. Можно, конечно, но вам будет сложнее. Лучше возьмите какую-то тогда шерсть для валяния светлого цвета или подходящую, да, под вашу лошадку оттенка. И валяйте. Сейчас покажу как. Вот смотрите. Нам нужно взять кусочек раза в 3 больше, чем нам нужно привалять. То есть я буду приваливать где-то вот такую вот надбровную такую дугу. Вот, соответственно, мне нужно взять в 3 раза больше вот видимого кусочка. То есть вот где-то вот так, видите? Потом я это все складываю в этот кружочек. Вот так. Сразу, подождите, возьмите сразу 2 одинаковых кусочка. Вот на ощупь так. Потому что, чтобы были симметричны потом эти глазки. Вот, возьмите мочалочку и сделайте такую заготовочку под веко. Так, делаем заготовочку. Берем иголки 38, номер 38, треугольные. Можно сразу 2 взять, чтобы быстрее сформировать этот кружочек. То есть у вас должно получиться что-то такое в виде трапеции, да, вот. Вот эту часть, а сюда мы будем глазик вставлять. Сразу сделайте и второй кусочек, чтобы сравнить их, одинаковые или нет они, а потом уже будем к основе закреплять. Вот у вас должен получиться такой вот глазик такой формы. Вот видите, ну, тут пошире, а тут пойдет на нет, сходит. Затем, смотрите, вы себе наметьте вот тут вот по швам, прорисуйте исчезающим маркером, чтобы от него отталкиваться и понимать, чтобы глазик никуда не скосили. Вот. И затем прорисуйте здесь маркером вот такую дугу симметричную, зеркальную. И начинаете приваливать. Приваливается к основе иголочкой номер 38 звезда. Вот, вы подгибаете то, что вот вверху, да, вы подгибаете, чтобы потолще было. Иголочка 38 звезда. Проверяйте, чтобы была, а то можно сломать, если другую приваливать. Осторожно на швах, а на швах не всегда хорошо заходит игла, поэтому будьте аккуратны. Так, достаем наметочку. Тридцать 38 звезда, она хорошо приваливает к основе. Для этого вам нужно погружать иглу вот до момента расширения ее, видите? Вот. Проверяйте все время, чтобы все было симметрично, так, чтобы вам было видно и мне по отношению к этому глазику. Вот, вам нужно его как бы собрать, он больше, чем этот, поэтому все время к середине стараемся убрать вот эту валенную часть.
Вот видите, тут еще больше эта часть, чем это, поэтому еще вот собираем ее так к середине и иголку тоже направляем к середине, к центру. Не вот так, иначе она просто приваляет все, и будет такая лепешка. Чтобы сохранился объем, нужно вот формировать его, да, этот объем. Вот. Потому что если я вот так вот буду двигаться, то ну, сейчас у меня все приплюснется, не будет никакого объема. То есть формируем вот так плоскость, потом переходим в другую, двигаемся перпендикулярно этой плоскости. Вот так. Постоянно меняем положение руки в зависимости от того, какая плоскость вам нужна, да, что вы формируете. Теперь можно, чтобы сильно не уваливалась шерсть, когда вы сформировали какую-то форму, вам нужно еще немножко ее уплотнить, но вам не нужно, чтобы сильно к основе приваливалась. Поэтому берете иголочку 38 треугольник и просто вот так сглаживаете поверхность. Просто уплотняете этой иголочкой. Это та игла, которой мы вначале валяли, вот на мочалочке основу делали. Вот уже почти одинаково, еще немножко вот тут убрать объем. Продеваем сначала одну ниточку в глазик, то есть одну ниточку в ушко иглы, и будем выводить вот тут вот снизу, чтобы не видно было узелочков. Очень сложно протыкивается, когда набита шерстью. Шерсть даже хуже, чем когда опилками. Вот. Одна, потом, смотрите, берем, перетягиваем глазки на одну сторону, не глазки, а ниточки на одну сторону, так держим пальцами и находим ту же дырочку, попадаем в нее, но выходим не в эту точку, а немножко рядом, там миллиметра 2 от нее. Так, я прям, по-моему, в нее попала. Сейчас нужно чуть-чуть двинуться. Вот. И выводим вторую ниточку. Так. Вот. Затягиваем. И пока не завязываем, потому что нам нужно посмотреть общую картину, когда мы два глазика поставим, посмотрим, все ровно или нет, потом уже затянем конкретно глазки. Вот, продолжаем в том же духе со вторым глазиком. Смотрите, вы проверяете теперь, ровно ли стоят глазки, симметрично, зеркально друг к другу, да? Если все хорошо, то сделаем узелочки. Если, например, один глазик более запавший в какую-то сторону, значит, в эту сторону вам нужно просто вот так вот сформировать, подвалять шерстью. Вот, или добавить под глазик, прям вот добавите кусочек шерсти. Так, когда все ровно, просто завязываем узелки.
Не нужно сильно тянуть, потому что у нас там будет еще века сверху. Вот, и, ну, в общем, там нам не нужно утягивать, наоборот, мы делаем выпуклость, да, нам не надо делать глубже. Просто чтобы глазик не отпадал, конечно, не свисал. Вот, и можно вывести одну ниточку возле другой из разных узелков и снова завязать. Вот так, чтобы запутать, чтобы не распуталось уже наверняка ничего и не развязались узелки. Теперь выводим. Обрезаем. Далее, смотрите, что мы делаем. Нам нужно оформить глазки, вот закрыть то, что мы наваляли, вот это вот все такой шерстью некрасивой, и закрыть глазик веком. Нам нужно навалять. Теперь посмотрите, как вы видите, глазик у лошадки, он не полностью вот круглой формы, то есть глазик прикрытый веком. Вот, то же самое нам нужно сделать с вами, с нашим глазиком. Для этого возьмите шерсть для валяния кардачес. Ну вот, можно уже не такую, которую мы под основу, да, которую не видно было, а ту, которая уже обработанная, хорошая, чистая, которая хорошо валяется. Вот. И сформируйте такую вот, как вот полосочку, вот такую, которая вот нам будет, мы будем делать с помощью нее вот такую вот форму века. Для этого тоже пройдитесь 38 треугольной иголочкой по этому кусочку, сформируйте полосочку. Дальше, смотрите, вот эту полосочку мы размещаем таким образом на глазике, так, чтобы было вам хорошо видно и мне было удобно. Вот, то есть по кругу вот так размещаем сначала, просто сначала грубо приваливаем в районе глазика, не вот сюда, а как можно ближе к глазику закрепляем. Вот вы даже двигаетесь и чувствуете, как иголочка идет, скользит по глазику. Вот, вы закрепили. Дальше смотрим. Смотрим, как расположено веко. Да, вот тут немножко повыше, тут идет наскос. Мы тоже так делаем. Смотрите, мы вот так прикрываем глазик этим веком и приваливаем. Приваливаем 38 звездой, чтобы волокна зашли поглубже, а красоту уже будем наводить
38 треугольник или 38 корона. Так. Так, теперь можно взять, еще поработать вот здесь, этой иголочкой. Тут идет на, как бы на нет, вот, да, спадает, нету выпуклого такого века, поэтому можно хорошо увалять все. Здесь осторожно, потому что тут шов, и иголочка может поломаться. Вот, и теперь я, смотрите, двигаюсь как бы вот параллельно, не вот так, вовнутрь, не уваливая шерсть, иначе сейчас века опять туда упадет, нам надо будет снова его наращивать. Двигаюсь параллельно веку, параллельно шерсти, чтобы просто свалялось между собой, волокна свалялись. Вот, тут еще немножко нужно подработать, убрать, все красиво сделать снизу. Вот, когда уже более-менее форма сделана, вы берете иголочку 38 треугольник и начинаете наводить красоту. Вот эти все выпуклости, нужно их свалять, чтобы была равномерная фактура. Смотрите, для чего я распечатала два глазика, да, фас и профиль. Это всегда так. Я работаю с любой частью тела. Вот, и построение выкройки также это очень важно. Вы смотрите не только вот как здесь, да, выглядит века, но и как оно смотрится фас. То есть вот почти все правильно мы делаем. Сейчас только красоту, да, наводить. Вот, и все будет хорошо. То есть форма не потерялась и становится животное настоящим. Смотрите, вот здесь я сильно не буду выглаживать, и вам тоже не советую, потому что здесь у нас будет еще все закрываться вот такой вот шерстью, волокнами. И ну как бы не стоит просто лишний раз там тратить время на это. Очень хорошо нужно проработать вот эти части, где именно века, которая будет открытая, ну вот скажем, да, которая без волосиков. Вот будет здесь у нас. И так вот все это без волосиков. Так, для этого можно взять иголочку 38 корона. Это такая иголочка, у которой на кончике только есть несколько, две таких зазубринки, а дальше нет. То есть
она только вот сверху прорабатывает все и внутрь не заходит. Вот, я сейчас чувствую, что вот тут у меня, конечно, очень слабое место, потому что мягко, очень мягко. Вот так не должно быть. Сейчас попробую этой иголочкой все исправить. Если не получится, то, значит, будем доваливать кусочки еще шерсти. Тут работаем в разных направлениях, и так, и так, и так. Да, нужно довалить, потому что шерсть уваливается, но плотности нет. Видите, уже глаз открылся, уже не такой, как здесь. Поэтому возьмем еще кусочек. И иголочкой 38 корона приваляем. Ой, 38, извините, 38 треугольничек. Итак, когда вы приваляете левый и правый глазик, вы должны проверить, чтобы разрез глаз был одинаковый во всех плоскостях. Вот вы смотрите в этой плоскости, потом вы смотрите вот так, чтобы глазки были одинаковые. То есть обращайте на это внимание, чтобы не было завала какого-то. Также размещайте зрачки, если вот у него такие продолговатые, тоже, чтобы они были в одной плоскости. Что касается глазикового оформления олененка, то у него немножко все по-другому, потому что у него я не делала основу и глазик под глазик не наваливала, да, не выделяла его вот так вот вперед. То есть я его просто крепила к голове иголочкой и нитками, ничего не наваливала под глаз, и сверху наваляла вот такие веки. Вот видите, они как такой миндалевидной формы. Вот. А у лошаденка, у единорога мы будем делать немножко все посложнее. Сейчас вот покажу, что именно. Для того, чтобы оформить дальше глазик и закрыть вот эту валеную деталь, нам нужны вот такие обрезки, которые у вас остались после шитья. Вот, я надеюсь, вы их не выбросили. Нужно обрезочки и нужно шило. И теперь вам нужно вот так вот распускать ткань. И доставать из ткани ворсинки. Но ворсинки должны быть не вот такие одинарные, которые, ну вот если вы обрезали и обрезалось, а вот такие двойные, видите? У них посерединке, ну такая вот как перемоточка идет, то, чем они крепились к ткани. Вот, вы должны собирать, нарвать горку таких ворсиночек, которые затем мы будем крепить к валеной части глазика. Итак, смотрите, вот вы насобирали такую кучку наших пучков волокон из ткани. И вам нужно, ну вот брать можно вот так вот по несколько, как они были в ткани, да, несколько штучек сразу прикладываете к шерсти вот этой наваленной. И иголочкой номер 38 звезда вы прям в серединку втыкаете вот волокна в наваленную основу. Двигать, ну, как бы вы делаете одну такую полосочку по всему глазику, потом отступаете миллиметр или даже можно 2 миллиметрика и следующую полосочку. Этот способ, он очень как бы вариабелен, потому что его можно использовать в разных ситуациях. Закрывать, например, какие-то дырочки, которые вы сделали там по ошибке, да, или вам нужно
сделать какой-то другой цвет, внедрить. Вот, например, у оленя пятнышки я делала именно таким способом. Но не наваливала просто эту основу, а вот прям готовое тело. Вот готовое тело, брала другой цвет, вырвала волокна белые и прям вот вваливала их. Но перед тем, как вваливать такие точечные цвета, да, не вот не так, как у меня там целый глаз, а вот чуть-чуть вам нужно ввалять, там 2 ворсинки беленькие, например. Нужно макнуть вот эти серединки в клей, подойдет клей ПВА, разведенный 1 к 1. И потом вот так вот вваливаете их. Таким образом ворсинки закрепляются, приклеиваются к ткани и приклеиваются к шерсти, которую вы набиваете. Вот почему удобно набивать шерстью, потому что к шерсти хорошо все приваливается, она между собой, да, там взаимодействует. И очень удобно использовать этот способ. Ну, например, вы можете использовать его также, когда вам нужно сделать какие-то, например, длинные, там, не знаю, что-то вставить длинное, какие-то волокна. Например, у вас гладкошерстное там какое-то существо, а вам нужно вставить какие-то длинные там части, кусочки совсем небольшие, и выкраивать их очень неудобно. Вы тоже можете их навырывать таким образом и валять. Вот. А когда мы делаем, вот как я сейчас в основу валеную, то я делаю сначала все, весь глазик валяю, закрываю, а затем уже буду пропитывать основу и закреплять волокна эти тоже разведенным клеем в шприце. Вот. Так что этот способ, он очень-очень хороший, интересный. Он как бы закрывает валяние, да, и делает вашу работу целостной. И, ну вот, например, в веке, да, это очень удобно. Никто не догадается, что вы там эту часть приваляли, а не сшили. Также хорошо вот подходит, я делала у собачек такой прием, когда, например, вся собачка коричневая, и там какие-то незначительные беленькие пятнышки у нее были. Выкраивать их абсолютно нереально. Так же, как и покрасить. Коричневое не покрасится белым так, как, ну, в общем-то, хотелось бы, да, как нужно это. Белый никогда не покроет коричневый цвет, темный более. Вот, и я использую этот способ. Только, ну, сначала макаю, да, в клей, а потом приваливаю. Вначале я макала тоже, вот когда глазики делала, веки, макала ворсинки эти и приваливала. Но не очень хорошо получается, потому что пока вы приваливаете, вот рядышком, да, части, клей застывает, и получается, что соседние части уже валять ворсинки уже нереально, потому что клей засыхает. Особенно если вы, например, оставите работу, что-то вас отвлечет, то вы вернетесь, и у вас уже будет здесь все колом стоять. И продолжить работу будет почти нереально. Вы поломаете иглу, и, в общем, придется все переделывать. Поэтому вот когда такие объемные работы валять нужно, то я придумала способ со шприцом и разведенным клеем. Ну вот сейчас я продолжу, закончу это все и покажу вам обязательно, как это будет выглядеть. Да, кстати, девочки на живых мастер-классах спрашивали, нельзя ли оставить просто не фиксированно волокна. Нельзя, потому что они выпадают. Например, захочет ваш коллекционер или вы расчесать ваше животное, вашу игрушку, и они могут выпадать. Ну, это как бы, да, не очень хорошо будет. То есть, если смотреть, конечно, просто смотреть и не трогать ее руками, то, может быть, еще и можно. Но вот, если с ней какие-то действия производить, то
нежелательно. Смотрите, еще какая ошибка была, подсмотрела на живых мастер-классах, когда девочки валяют, они, знаете, постоянно валяют, вот видите, держат иглу туда, к голове. Это неправильно. Нужно держать иглу к глазику, иначе у вас постоянно будет шерсть двигаться туда вниз и уходить. Вот тут будет большой комок наваленной шерсти, а дальше по глазику, по веку не будет она двигаться. Поэтому держим вот к глазику, да, постоянно меняем положение относительно глазика и направление. Ну вот, продолжаем в таком же духе до вот этого момента, да, где глазик может лысенький, где остается одно веко. Не переживайте, мы также это веко подстрижем, чтобы оно не было таким лохматым. Ну и голову тоже подстрижем. Вот. Единственный минус этой техники заключается в том, что, например, если вы будете шить из более короткого ворса, ну вот вся лошадка у вас будет, например, не 10 миллиметров, ой, не 20 миллиметров ворс, а 10 там, или 6 миллиметров, или 12, то такой ворс привалять очень сложно. И в этих случаях очень хорошо, если, например, есть такой же оттенок ворса, но 20 миллиметров. Тогда я вот беру, да, эти 20 миллиметров, приваливаю, а потом обстригаю. И тогда, в общем, все хорошо получается. А коротенькие ворсинки, они просто туда внутрь уваливаются, и закрепить их сложно таким способом. Так что имейте это в виду, когда будете делать и экспериментировать с этой техникой. Вот так примерно должно у вас получиться. Оставляете, вот видите, где-то по 3-4 миллиметрика, не доходя до глазика. Вот, и приступаете ко второму глазику, а потом уже будем закреплять. Смотрите, когда мы закончим с глазиками, мы пока ничего не стрижем, вот ворс так и остается, берем водичку и клей. Клей может быть вот такой для ткани японский, это для оформления шелковых цветов. Вот можете там у них посмотреть, мне он очень нравится, хороший. Но также подходит и клей ПВА, тоже если он нормального качества, хороший ПВА клей. Он тоже подойдет, он в принципе даже по запаху такой же. Вот, смотрите, водички должно быть, короче говоря, нам надо на 2 глазика 10 кубиков вот этого состава. Ну, разводим где-то 1 к 1, где-то так вот. В зависимости вообще от какая густота вашего клея. Если очень густой, как у меня, то воды больше. Если вот как обычный ПВА, он жидковатый, то тогда 1 к 1. Затем берем, хорошо разминаем комочки, берем шприц. И сейчас покажу, что делаем. Шприцом набираем вот этот состав весь. Надеваем иголочку и вот вводим в вываленную часть, потихонечку выдавливаем. Много сразу не надо, потому что клей будет, его будет распирать, он будет возвращаться, будет выходить в ненужных местах. По чуть-чуть, и вот можно надавить и туда-сюда вот так вот поелозить, чтобы в разные слои шерсти пропитала клеем все. Так, проверю, не выходит. Видите, клей
застопорилась, нужна иголочка. Ну, вот пошла. Ага, пошла. Забилась, наверное, иголочка. Если получилось так, что в каком-то месте вы видите, что клей прошел на ворс, нам нужно, пока не засох клей, быстренько его убрать водичкой и там кисточкой смоченной водички. Иначе ворс засохнет и будет так некрасиво, останется такой засохший кусок шерсти. Ну, либо, если так случится, вы не заметите, потом заметите, нужно будет просто переделать это место, выдрать кусочек и вывалять, если получится. Если лучше, если что, сделать это сразу, потому что валеная часть, она затвердеет, и потом сложно будет что-то перевалять. Вот, постепенно так делайте с одним глазиком и другим, высыхает он, и потом уже с ним можно дальше работать и не бояться.